Друзья, я снова всех приветствую. В общем, такая тема на канале. Взял новый двигатель. Значит, на этот раз это очень серьезный агрегат, но в очень и очень плохом состоянии. Я даже не знаю, что я с ним буду делать. Вот сейчас я вытащил, чтобы помыть. Уже сумел восстановить стартер. Вот он здесь уже снят. Но сами видите, он валялся где-то в песке, либо его вообще с речки выловили. Вот он полностью забит грязью. Полностью. Сейчас попробую начать отмывать. И в процессе будем смотреть, что с ним происходит, в каком он состоянии. Ну, сразу видно, что он в плачевном состоянии. Даже если вот эту всю часть и получится восстановить рабочую, то насосы, опять же, а насосы здесь до 60 атмосфер должны качать. То есть тут весьма серьезные агрегаты. Тут всякие мембраны должны быть внутри. Все это, мне кажется, позгнило и восстановлению не подлежит. Поэтому посмотрим. Либо кое-как можно будет запустить своими силами, то есть подвосстановить, либо разберу его на агрегаты. Здесь очень классные турбины стоят. Компрессор осевой. Можно будет сделать, попробовать, например, самодельный реактивный двигатель, небольшой, опять же, но с осевым компрессором. И опять же, уже из этого агрегата уже можно будет выдавить, например, двухконтурный двигатель, турбовентиляторный. Большой вентилятор поставить, попробовать все это сделать. Двигатель очень интересный, это GTD 350 с вертолета Ми-2. На вертолете два таких должно быть установлено. Мощность у него взлетная 400 лошадиных сил. Крейсерская, по-моему, 350. Вот он, GTD 350, видимо, по крейсерской и называется. Оборотики у него 45 тысяч. Обороты компрессора. Обороты свободной турбины 24 тысячи. Камера сгорания стоит здесь, сзади. Кстати, здесь получается 3 турбины целых. Одна турбина... Это газогенератор, работает вместе с компрессором. Ну и свободная двухступенчатая турбина. Вот, кстати, она. Выход с середины двигателя. Сопло. Вот одно сопло, там еще второе сопло лежит. Вот оно. Ну, двигатель не реактивный, двигатель турбовальный. Кстати, есть у меня еще куча всяких реле, то есть вот мозги к нему. Офигеть, конечно, сколько здесь всего есть и на подачу искры, ну и полностью вот. Хотя, может, это вообще вся электрика вертолета. Я, если честно, не знаю. Ну, камера сгорания здесь, конечно, огромная, ребят. Видите, сгорает вот здесь. В камеру сгорания компрессор подает через вот эти два патрубка. Конечно, очень уникальная система. Я нигде такого больше не видел, если честно. И компрессор здесь уникальный. Центробежная крыльчатка там стоит. Ну, а это осевая. 7-ступенчатый осевой компрессор. Это насос для подачи топлива. Здесь еще куча всяких клапанов. Ну, я еще не разобрался, если честно. Очень плохо все разбирается. Уже снял переднюю часть, входное устройство. Посмотреть, как там дела с подшипником. Вот можно заметить, здесь кольца имеются. 3 кольца, потому что сюда подается масло. Ну, в общем, во все опоры подается масло. Ну, а так как это переднее, то тут оно циркулирует вообще в малом объеме, заходит и выходит масло. С этим всем еще нужно разбираться. Вот эта вот гигантская байда, это редуктор. С редуктора выходит 6000 оборотов. Редуктор 1 к 4, то есть здесь 24 тысячи свободная турбина. Ну, а на валу в 4 раза меньше примерно, то есть это 6 тысяч. Вот он, вал, тоже все в песке, все засыпано. Мало того, что засыпано снаружи, но оно еще засыпано все внутри. Я вот здесь кое-как с помощью Валеры это все раскрутил. Ну, Валера, кстати, помогает, ребят. Вот эта чудодейственная жидкость, то есть помогает она не сразу. Я тут пшикал, колдовал, не мог раскрутить вот эти гайки. Но потом через недельку что-то я как-то подошел, хлоп, и оно очень быстренько открутилось. То есть нужно было ждать целую неделю, пока сработает. Ну, здесь много такого крепежа ржавого. Вот эти все гайки, все их будет очень трудно открутить. Их нужно будет пропшикивать.
Вот. То есть соединители трубопроводов. Нужно будет очень активно пропшикивать, ждать. Ну, надеюсь, можно будет все раскрутить, разобрать, посмотреть состояние. Кстати, по крайней мере, друзья, мы увидим полностью разборку этого двигателя. Что у него внутри. Полностью покажу состояние. Постараюсь рассказать, какие агрегаты для чего служат. Ну, в общем, будет такой довольно-таки затяжной проектик, связанный с этим двигателем. Но восстановление его я вам не обещаю. Хотя, конечно же, хотелось бы. Но гораздо проще взять рабочий агрегат. Этот мы с Алексеем взяли очень дешево. Взяли как-то мы его совместно. Вообще Алексей нашел его в Авито. В Авито он продавался изначально. И мы его прикупили. В общем, обошелся он в 15 тысяч рублей. Плюс доставка. Доставка была издалека, поэтому где-то 10 тысяч рублей. В общем, ребят, собрался мыть его. Мыть буду мини-мойкой. А это был маленький предварительный обзорчик, ну, чтобы вы понимали, с чем мы будем иметь дела. Да, конечно. На картинке на Авито он выглядел получше. Ну, цена говорит сама за себя. Так, ну что, поехали. Отмывать. Не, ну так уже гораздо лучше. Стало видно даже ласточкин хвост на лопатках. Слышь, поддон с какого-то красного дерева сделан. Вообще сумасшедшие. Я в шоке. Открылись кое-какие моменты. Сверху видно, есть какое-то покрытие на лопатках. Там внутри тоже лопатки с покрытием. Ну, либо я не знаю, что это такое. В общем, уже оно даже слегка, тут на полмиллиметра вот проворачивается. Весь ротор. Ну, вылетают камни изнутри. Выяснилось, что он польский. Made in Польша. Где-то я тут видел написано. А, ну вот, на вот этом агрегате, узле. Честно говоря, я пока не знаю, что это такое. Все это нужно выяснять. Также вот из негативчика труба одна погнутая. Это труба, по которой подается воздух, сжатый в камеру сгорания. Камера сгорания сейчас, скорее всего, заполнена полностью водой, ну там практически, потому что с нее трудно так перевернуть, чтобы оно вышло. В общем, какие-то такие дела, но движок уже я отмыл. Наверное, килограмм 5-10 грязи смыто. Развел вот такое вот болото. Короче, гаражи живут вот в таком виде. Все это происходит. Все гаражи раскрыты. Стоят мойки, ведра, бочки. Вообще. Стартер я уже восстановил. Вставлю фрагментик видео, как я это делал. Короче, надо затаскивать его. Наверное, помою еще провода. Сразу очищу. Все-таки какая хорошая вещь мойка, а? Сразу хлоп только и все готово. Ребят, я, конечно, немного в шоке от состояния. Разбираю потихоньку стартер. Заквасил здесь вот уже ВДшечкой. Здесь видите, какая жесть. Очень все заржавлено. Подшипник не прокручивается. Ну, я думаю, я его размаслаю, потому что вот, судя по вот этому, не так уж и плохо он выглядит. Но вот эти подшипники с двойным сальником, они почему-то всегда ржавые. То есть это неудачная конструкция. Здесь я не могу даже провернуть ротор. Поэтому хорошенечко все смазываю и вычищаю предварительно. Ну, возможно, тоже на подшипнике оно просто-напросто не вращается. Вытащил ротор стартера. Вот так он выглядит. В общем-то, выглядит неплохо. Думаю, жить будет.
Так, ну вот оно, ребят, как бывает. В общем-то, достал я все щетки. Щетки разнокалиберные, какие больше, какие меньше. Есть прям совсем маленькие, но они все достают и пока могут работать. Эту штуку я практически очистил. В общем-то, она уже в неплохом состоянии. Подшипники нужно будет искать новые. Эти совершенно никуда не годятся. Они полностью заржавели. Видно, что там одна ржавчина и больше ничего нет. К сожалению, ротор отличный. Ротор даже не изношенный. Следов износа здесь нет. Вот эта штука тоже нормальная. Эту штуку я отмыл с помощью пневмопистолета. Продувал, пока не вылетела вся грязь. В общем-то, теперь ее здесь практически нет. Хотя есть еще небольшие кусочки. Вот при ближайшем рассмотрении вижу. Но то я их удалю, естественно. Из особенностей конструкции здесь гибкий вал установлен. Видно, я нажимаю, и он в сторону смещается. То есть это, видимо, сделано для центрирования, потому что он на фланец сажается. Центровка, видимо, не ахти какая. И нужно, чтобы он был самоцентрирующийся, потому что оборотики здесь большие. Здесь длинный такой вал. Он вот здесь на шлицах, по всей видимости, крепится болтом. Вот. И через весь двигатель проходит, через весь стартер. Здесь выходит, гнется очень хорошо. Обмотки плохо держатся. Тут обмотка, это громко сказано, тут по одному витку. Шины плохо держатся, поэтому я решил их подзаизолировать, обработать эпоксидкой и укрепить заодно. В общем, позаливаю все, что здесь возможно. Это должно помочь. Статор нагрел, он горячий, будет отверждаться в горячем состоянии. Эпоксидочка. Ну, у меня основная задача вот эти обмотки заизолировать. Создать здесь слой эпоксидный, чтобы они не коротнули между собой. Потому что они вот там, вот видите, уже практически есть касание. А это нехорошо. Решил немножечко обновить на токарном. Ну, так оно нормально. Статор тоже немножко обновлю. Уж очень он страшный. Посадочные места трогать не буду. Просто обдеру краску. Тем более, что она уже давно ободралась. Осталась одна ржавчина. Ну, в общем, теперь будет так. Взял новые подшипники СКФ-овские и новые винтики. Все собираю, ребят. Здесь очень мощные графитовые щетки. То есть вот это на один полюс идет. 4 провода и вот такая шинка. Все естественно, нужно хорошенечко очищать. Можно произвести окончательную сборку и даже попробовать пускануть немножко его. Здесь у меня есть меточки. Нужно все совмещать. Обязательно. Так, готово. Где-то щетки прикасаются. Вращается очень легко, очень тихо.
Люфтов никаких нет, можно опускать щетки. Наступило время проверки. Возьму два вот таких аккумулятора. Они старые, мертвые, не сильно заряжены, их не жалко. Ну, то есть они много не выдают. Но можно будет посмотреть, работает ли оно вообще в принципе. Просто, чтобы на полную испытать, нужно довольно-таки мощную силовую цепь собирать. Мне это на данный момент не нужно. Поэтому мы просто протестируем аккумами. Вот так я делаю. Это получается 2С литий полимерный аккум. Все работает, друзья. По крайней мере, один из двигателей мне уже удалось починить. В следующем видеоролике буду восстанавливать еще какой-нибудь узел или агрегат. Надеюсь, все пройдет так же успешно, как и в этом случае. Кому интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайков. Ждем следующих новостей по этому двигателю. У меня на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока.